Два поезда прошли одинаковый путь за одно и то же самое время. Однако один поезд, имея начальную скорость равную нулю, прошел весь путь с ускорением 3 см в секунду в квадрате. А другой поезд половину пути со скоростью 18 км в час, а другую половину пути со скоростью 54 км в час. Найти путь пройденный поезда. Так известно, что поезда прошли одинаковый путь за одно и то же самое время. Да, у них будет одинаково. Но первый поезд прошел с начальной скоростью равной нулю, но с ускорением равно 3 см за секунду в квадрате. Второй поезд прошел половину пути со скоростью v1 равно 18 км в час, и вторую половину пути прошел со скоростью 54 км в час. Найти путь, который прошли оба поезда. Нужно нарисовать две картинки. Это первый поезд, это второй. Но первый поезд прошел с начальной скоростью v0 равно нулю, но с ускорением А3 см за секунду в квадрате. Естественно, весь этот путь обозначим через букву S. То же самое здесь, тоже S. Но в данном случае второй поезд прошел первую половинку пути со скоростью 18 км в час, вторую половину пути со скоростью 54 км в час. Знаем о том, что весь этот путь второго и первого, он одинаков. Это тоже S. Раз второй поезд прошел половину пути за 18 км в час и вторую половину пути, можно весь этот путь разделить на две части. Это будет S пополам, и это будет S пополам. Естественно, первый поезд прошел за какое-то время общее T. Мы пока не знаем, какое это время. А второй поезд прошел первую часть за время T1, а вторую часть он прошел за время T2. Но в задаче сказано, что времена-то у нас одинаковые. Что этот поезд прошел и этот поезд прошел за два кусочка по Т1 и Т2. Мы можем написать такое равенство, что Т равно Т1 плюс Т2. Вот это время двух частей, которые прошел второй поезд. Первый участок за Т1, второй участок за Т2. Но сумма этих двух времен будет равна времени, которое прошел полностью первый поезд. Движение первого поезда мы можем определить как равно ускоренное. Мы можем сказать о том, что S равно для первого поезда. Это первый поезд. Это V0 Т плюс АТ квадрат, деленный на 2. А нам известно. А V0 в данном случае равно нулю. Поэтому первый поезд прошел АТ квадрат делить на 2. S пока нам неизвестно, а тоже неизвестно. Второй поезд как прошел? А второй поезд прошел первую половину пути за скоростью 18 км в час. И время, естественно, Т1. Давайте запишем, что S поделенное на 2, половинка всего пути, равно, поскольку скорость у него равномерная, V1 умножить на Т1. Естественно, вторую половину пути S2 тоже точно так же он прошел, только со скоростью V2 и Т2. Но сумма этих двух Т1 и Т2 равна Т. Поэтому давайте посмотрим, каким образом они друг с другом соотносятся. Нам-то скорости известны. Как можно Т1 выразить, например, через Т2? Во сколько раз они друг от друга отличают? Поэтому сделаем следующее. Возьмем первое уравнение, разделим на второе. Это у нас будет система из трех уравнений, которые на сегодняшний день есть. Первое уравнение, второе и третье. Это просто для второго поезда. Это для первого поезда. Мы можем сказать о том, что есть вот такая система. S равно АТ квадрат делить на 2. Это первое уравнение. Второе уравнение. S поделить на 2 равно V1 умножить на Т1. Второе уравнение. И третье уравнение. S поделить на 2 равно V2 умножить на Т2. Мы знаем о том, что сумма этих двух времен равна третьей. Можно посмотреть, каким образом Т1 и Т2 соотносятся друг к другу. Давайте второе уравнение разделим на третье уравнение. Левую часть второго уравнения делим на левую часть третьего уравнения. S делить на 2. Делим S, что делится на 2. Это вот эта часть, а это вот это. Равно. Теперь правой части разделим V1, Т1 делить на V2, Т2. Посмотрите, у нас левая часть сократилась полностью. Это будет просто единичка V1. Т1 делить на V2, Т2 равно чему? Равно единице. Освобождаемся от знаменателя, домножим эти левую и правую часть на V2, Т2. Тут она сократится, а тут она, естественно, будет V1 умножить на Т1 равно V2 умножить на Т2. А теперь давайте посмотрим, чему будет равно Т1. Т1 равно дроби V2, Т2 делить на V1. Поскольку у нас V2 и V1 известны, давайте посмотрим, какое будет реальное соотношение между вот этими двумя временами. Т1 равно V2 подставляем значение 54 км в час делить на 18 км в час и множить на Т2. V2 на V1 вот это и Т2. Километры в час у нас сокращаются как дроби. И 18 и 54, здесь будет единичка, тут будет тройка. Можем сказать о том, что Т1 равно 3 Т2. Теперь мы видим, что между ними есть соответствующим образом пропорция. Мы можем Т выразить через Т2. Т1 будет равно 3 Т2 и Т2. Благодаря тому, что мы здесь вот такое нашли, можем сказать, что Т равно Т1 плюс Т2 и равно вместо Т1 подставляем его значение, получается 3 Т2 плюс Т2 равно 4
Т2. Теперь можно посмотреть первое выражение. У нас S равно АТ в квадрате делить на 2. Но Т же у нас равно 4Т2. Нужно написать А, что множится на 4Т2 в скобочках в квадрате делить на 2. Давайте освободим сейчас знаменателя и получим вот такое значение. 2S равно А, что множится на 16Т2 в квадрате. Это мы получили благодаря тому, что Т1 у нас равно Т2. И вместо Т2 мы подставили сюда Т. Теперь давайте возьмем последнее уравнение, которое вот здесь. В данном случае s делить пополам равно v2, что множится на t2. Либо s равно чему? s будет равно 2v2, что множится на t2. Теперь посмотрите. Вместо вот этого s, которое у нас было, это первое уравнение, подставим значение из третьего уравнения. Вместо вот этого s, вот сюда подставим. Получается 2, что множится на вот это s, второе, множится на 2v2 и множится на t2. И равно чему? Равно а, что множится на 16t2 в квадрате. Что мы здесь получим? Мы получим следующее. Т2 одно сократится, квадрат. Мы получаем значение 4v2 равно а, что множится на 16t2. Можно еще сократить вот эту четверочку, и тут получается v2 равно а, что множится на 4t2. А нам известно, v нам известно, можем найти t2. t2 будет равно v2 делить на 4a. Давайте подставим значение. Если мы t2 будем знать, мы теперь можем узнать все. t2 равно, перепишем, это v2 делить на 4a. v2 чему равно? 54 км в час. Делить на 4, что множится на 3 сантиметра в секунду квадрат. Тут у нас километры, тут у нас сантиметры. Давайте будем разбираться с этим последовательно. Запишем 54, что множится на дробь. С этими именованными величинами будем просто обращаться как с обычными дробями. Вместо километров поставим их значение 1000 метров. Часы это 3600 секунд. Здесь у нас будет 4, что множится, пока не будем менять, сантиметры на секунды в квадрате. И тут метры, а тут сантиметры у нас, видите. То есть нам реально еще надо будет и сантиметры превратить в такую же величину, чтобы они были одного размера. 1000 метров остается в числителе, 3600 секунд идет знаменатель. Первая дробь, вот эта верхняя, у нас получится так, 54, что множится на 1000 метров. 3600 пошло в знаменатель секунд. Теперь будем разбираться с этим знаменателем. 4 множится на 3, а вот сантиметры – это метр, деленный на 100, и секунды в квадрате. Равно. Теперь посмотрите, секунды в квадрате выйдут наверх, вот сюда. Мы получаем 54, множим на 1000 метров и множим на секунды в квадрате. Это вышли вот с этой дроби шестой. А внизу остается 3600 секунд, что множится на 4, что множится на 3, метры, деленные на 100. Сотня тоже туда пойдет наверх. То мы получим вот такое выражение. 54 на 1000 метров, секунды в квадрате. Здесь 3600 секунд множится на 4, множится на 3, множится на метры, а сотня пошла наверх. Вот 100. Итак, смотрите, метры у нас сократились. Здесь квадрат секунды тоже сократился вот здесь. Давайте будем как-то сокращать последовательно это все. 100 можно сократить с этими двумя нулями. 54, 36 можно сократить на сколько? На 9 можно сократить. Здесь будет 4, а тут будет 6. Дальше что еще можно сократить? 3 можно сократить 2, тут будет 2, тут будет 3. И теперь вот эту тройку можно сократить. И что мы получили? Останется у нас 3000 секунд, что делится на 8, что множится на 3. Итого у нас получилось 1000 секунд разделить на 8 будет равно 125 секунд. Т2 у нас равно 125 секунд. Теперь, зная Т2, мы можем определить, чему будет равно любое расстояние. Можем определить. Давайте подставим в это значение. S равно с этой формулы 2v нулевое умножить на Т. 2v нулевое 54 километра в час умножим на 125 секунд. Равно. Опять придется 2,54 на 1000 метров. 3600 идет вниз. Секунд. Еще умножим на 125 секунд. Вот эти секунды могут сократиться. В принципе, километры могли бы оставить, но без разницы нам. Если это дело перемножить все, мы получаем 3,75. Можно вместо 1000 метров поставить километры. Они у нас тут уже не играют роли. Когда это все разделить, 3,75 километра. Полный путь, который прошли оба этих поезда, получились 3,75 километра. Только первый прошел равноускоренный, а второй две части прошел с равномерными скоростями. Можно сказать о том, что ответ S равно 3 километра.